Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Помните, что русский язык флективный, в русском языке много флексий, префиксов, приставок, суффиксов и постфиксов. И у каждой флексии есть свои значения. Благодаря флексиям в русском языке так много интересных слов. Если вы хорошо знаете флексии, а именно знаете, какие есть флексии, какие у флексий значения, то вы хорошо знаете русский язык. В этом видео мы остановимся на одной флексии, на префиксе или приставке в или во. Два варианта одной и той же приставки в и во. Какие же значения у этой приставки? Войти, въехать, влететь или же вложить, вставить, ввернуть, вовлечь, вмешаться. У приставки в есть значение направленность действия внутрь. И обратите внимание, что это не только глаголы движения с префиксом в. Нет, но и другие глаголы с префиксом в. Машина въехала во двор и остановилась у подъезда. Птица влетела в окно. Разрешите мне вмешаться в ваш спор. Вы оба не правы. Чувствую, что она сейчас очень хочет вернуть какую-то из собственных историй. Почему ты не даешь мне вставить и слово? Следующее значение – углубление в действие. А если при этом есть постфикс ся или с, то образуются глаголы со значением основательности, полноты действия. Вслушаться, всмотреться, вглядеться, вдуматься, втолковать. Читайтесь в слова, и вы поймете глубинный смысл. Мне нужно время, чтобы вникнуть во все дела после отпуска. Вдумайся в то, что я тебе говорю. Кстати, также с глаголами с постфиксом ся. Значение придания или приобретения статуса. Влюбить – влюбиться. Воплотить – воплотиться. В русский язык невозможно не влюбиться, правда же? Пора бы уже воплотить свою мечту в реальность. При добавлении префикса в к прилагательным образуются наречия со значением образа действия, определяемого мотивирующим словом. Вскоре значит скоро. Вкратце значит коротко, кратко. Вслепую не видя. Вручную руками. В рассыпную в разные стороны. Вполне достаточно. Надеюсь, что вскоре смогу вернуться к вам. Расскажите эту историю вкратце, не вдавайтесь в подробности. Все свои макеты она делает вручную, сама. Следующее. При добавлении к существительным образуются наречия со значением обстоятельства места, направления и тому подобное. Вбок, то есть в одну сторону или в другую сторону. Вверх, вниз, в конец, в начало, вовремя, вовне, вовнутрь. Я в конец испортил здоровье. Мы успеем вовремя уйти отсюда. Мы живем вовне самих себя, поэтому наш внутренний мир остается в темноте. При добавлении префикса в к числительным образуются наречия со значением количества. Вдвое, втрое, вчетверо, впятеро или вдвоем, втроем, вчетвером, впятером, вшестером и так далее. Давай сделаем это вдвоем, нам больше никто не нужен. Сумма увеличилась втрое. И еще одно значение. При добавлении префикса в к глаголам образуются наречия со значением образа действия. Вдогонку – догонять кого-то.
прикуску кусать, впритык прям ровно хватает, вплавь плавать и впроголодь голодать. Вдогонку понеслись новые оскорбления и насмешки. Они живут впритык от зарплаты до зарплаты. Мы пытались вплавь добраться до другого берега. К сожалению, не получилось. Вот и все. Это были основные значения префикса «в» или «во» в русском языке. Если вы знаете какие-то еще значения, то пишите их в комментариях. И подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях и учить русский язык вместе здесь, на канале Russian Language Club. Вот и все. Пока-пока. До скорой встречи.